Добро пожаловать на канал, друзья! Сегодня речь пойдет о фильмах 23 года с хорошим рейтингом, которые стоит посмотреть. Каждый год кинематограф берет нас в увлекательное путешествие по новым мирам и неповторимым историям. И 2023 год не станет исключением. Этот год привнесет на экраны множество захватывающих фильмов, которые заставят наши сердца биться чаще, наши умы размышлять глубже и наши глаза блеснуть от восторга. Давайте вместе откроем данный фильмовый калейдоскоп и отправимся в незабываемое путешествие. Фильмы 2023 года. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и давайте начинать. Впереди нас ждет много интересного и познавательного контента. Оппенгеймер. История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Фильм, который погружает зрителей в захватывающий парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его. Стражи Галактики 3. Сюжет картины разворачивается после событий идеологии про войну бесконечности. Звездный лорд, он же Питер Квилл, никак не может пережить потерю возлюбленной. Стражи вынуждены взять тайм-аут и осесть на базе. Однако вскоре на горизонте возникает новая проблема. Еноту-ракете угрожает опасность от рук собственного создателя. Джон Уик 4. И вновь покой герою Ривза только снится. За бывшим киллером вновь охотятся плохие парни, а значит зрелищных драк, погонь и перестрелок никак не избежать. На этот раз Уику противостоит молодой, но весьма амбициозный член правления. Маркиз Винсент де Грамон. Переводчик. Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненого Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота. Действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде. Барби. Популярная новинка 2023 года. Барби счастливо жила в мире Барби-ленда, но она перестала соответствовать принятым нормам красоты. Ей приходится покинуть дом, чтобы отправиться в реальный мир. Здесь Барби предстоит узнать много нового и понять, в чем же смысл жизни и как достигнуть истинной красоты. Этот путь полон сюрпризов и испытаний, и вместе с ней отправляется ее преданный бойфренд, жизнерадостный Кен, для которого поездка оказывается очень тяжелой. Гран Туризмо. Фильм основан на удивительной реальной истории заядлого геймера, несостоявшегося автогонщика и идейного маркетолога, которые вместе рискнут всем, чтобы найти свое место в самом элитном виде спорта. Это вдохновляющая, захватывающая и насыщенная событиями история, которая доказывает, что нет ничего невозможного, если ты действительно хочешь победить. 2.3. Демон приди. Среди подростков небольшого австралийского городка набирает популярность необычное развлечение. Нужно зажечь свечу, пожать жутковатую керамическую руку, произнести «поговори со мной», и тогда можно увидеть призрака, и даже ненадолго впустить его в себя. Несмотря на то, что прежний владелец артефакта покончил с собой, ребята на вечеринках радостно балуются необычными способностями руки, пока одним из вызванных призраков не оказывается мама 17-летней Мии, умершая 2 года назад. Подземелья и драконы. Честь среди воров. В древнем подземелье все не слава богу. Люди и драконы, кажется, научились уживаться вместе, но им противостоит загадочная магическая сила, с которой под силу справиться только самым доблестным воином. Эдген – один из них. Он не боится колдунов, потому что среди его друзей уже есть Саймон, ловкий и весьма перспективный волшебник. Вдобавок помочь компании решил и Зенг, веселый, но гордый паладин. И этой разношерстной компании предстоит сражаться с существами, настроенными к королевству весьма недружелюбно. Айр. Большой прыжок. Данная история затрагивает своим вниманием далекое прошлое именитой ныне компании Nike. Для них этот момент особенно важен. Несмотря на известность современности, в прошлом бренд находился далеко не в лучшем состоянии. Центром внимания окажется торговый агент фирмы и его босс. Им необходимо решить сложную задачу, что потенциально способно спасти их компанию. Героям нужно заручиться контрактом с известным в тот момент Майклом Джорданом. Тетрис. Бизнесмен Хэнк Роджерс желает выкупить права на популярную видеоигру Тетрис у ее создателя, программиста из Советского Союза Алексея Пожитного. Игра стала настоящим хитом по всему миру, привлекая множество игроманов и даже проводя турниры за деньги. Хэнк собирается использовать популярность игры, чтобы заработать еще больше денег. Однако Алексей не собирается просто так отдавать свое творение, и начинается схватка между бизнесменом
и программистом. «Вавилон» – фильм, действие которого разворачивается в Голливуде 1926 года. Он рассказывает историю Нелли Ларой, молодой актрисы, и Мэнни Торреса, работника студии, которые знакомятся на вечеринке и в итоге находят себя на пути к звездной карьере в кинобизнесе. По мере того, как мир кинематографа меняется с появлением звука, им придется преодолевать трудности и препятствия в бизнесе и личной жизни. Тайлер Рейк. Операция по спасению 2. Тайлер – член опытной команды профессионалов, которые выполняют сложнейшие миссии. Каждый из участников обладает невероятными навыками в боевом искусстве и имеет обширный опыт. В ходе опасной схватки Тайлер чудом остается живым. После восстановления он собирает своих соратников с целью выполнить секретную операцию. Отряд отправляется в Грузию, где международные террористы находятся в укрытии, готовясь к теракту. Если им удастся осуществить свои планы, последствия ощутят в других городах и государствах. Времени мало, и команда должна оперативно нейтрализовать вооруженных психопатов, чтобы предотвратить трагедии в будущем. Кунг-фу жеребец. Отцу-одиночке нелегко приходилось в жизни. Талантливый наездник и отличный боец не смог реализовать собственного дара, погрузившись в бесконечные бытовые проблемы и борясь с жизненными трудностями. Однажды он приобретает за небольшие деньги коня. Ловкому и быстрому животному не повезло, ведь из-за случайной травмы красный заяц стал лишним грузом для состоятельного коннозаводчика. Жизнь Лаоло и его дочки кардинально меняется после появления настоящего друга, который поможет мужчине сделать карьеру каскадера. Супер-братья Марио в кино. Непростая задача стоит перед братьями Марио и Луиджи. Открыв портал, они попадают в подземный город и должны освободить из плена прекрасную принцессу. Ну и, конечно, сразить своего заклятого врага. Жанна Дюбари. Из капитана пиратского судна в короле Франции. Неплохой карьерный скачок. Трудно для обычного человека, легко для Джонни Деппа. Он сыграл роль Людовика XV, стареющего, но все еще великолепного монарха, полюбившего известную модистку Жанну Дюбари. Вот и подошел к концу наш обзор на лучшие фильмы 2023 года. Мы надеемся, что вам понравилось наше путешествие по миру кинематографа, и вы узнали что-то новое для себя. Если вы еще не смотрели какие-то из этих фильмов, то обязательно добавьте их в свой список просмотра. А чтобы не пропустить наши новые ролики, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Мы будем рады видеть вас снова на нашем канале. До новых встреч!